Попробуйте ощутить вкус соли на своих губах, даже если вы находитесь в сотнях километров от ближайшего берега. В Мангистау соль – это не приправа, это само дыхание ландшафта. Вы привыкли видеть на фотографиях белоснежные скалы Басжиры и бесконечный Устюрт, думая, что это просто красивая пустыня. Трагическая ирония в том, что Мангистау – это кладбище планетарного масштаба. Вы ходите по дну океана, который исчез миллионы лет назад, но чьи обитатели до сих пор лежат у вас под ногами, превратившись в известняк и камень. Этот край не терпит суеты. Он требует долгого взгляда. В 1964 году группа советских картографов, работавших в районе впадины Карагии, оставила в дневниках запись: «Земля здесь не просто пуста, она наблюдает». После того, как я изучил архивы этой экспедиции, я понял, что наблюдение в этих краях – это не метафора. Сегодня я покажу вам 11 тайн Мангистау, которые веками охраняла сама пустыня. Мы спустимся в подземные мечети, вырубленные в мягком мелу, узнаем, почему гора Шеркала не пускает к себе случайных путников, и заглянем в бездну Карагии. Самое тяжелое место в самом конце, где заканчивается геология и начинается то, чему у человечества пока нет названия. Я не родился здесь, но каждый раз, возвращаясь в эти каньоны, я слышу один и тот же шепот, исходящий прямо из трещин в почве. Шепот того, кто спал здесь вечность и теперь начинает просыпаться. Поехали. Позвольте вашему взгляду адаптироваться к странной геометрии этого места. Долина Торыша. На десятки километров вокруг тысячи идеальных каменных сфер. Размером от футбольного мяча до массивных глыб в 4 метра шириной. Они разбросаны по плато так, словно великан рассыпал горсть бисеров пыли. Официальная наука называет это конкрециями, результатом медленного наслоения минералов вокруг органического ядра. Но это сухое объяснение рассыпается, как только вы касаетесь их поверхности. Ощутите этот контраст: раскаленная, хаотичная пустыня и безупречный, математически точный круг камня. Эти сферы не кажутся частью пейзажа, они выглядят как объекты, которые были здесь оставлены намеренно. Но самое пугающее происходит, когда одна из таких сфер раскалывается от перепада температур. Всмотритесь в записи из полевого журнала геолога-исследователя Андрея Назарова, который в 70-е годы пытался изучить внутреннюю структуру шаров Торыша. Его наблюдения, никогда не публиковавшиеся в широкой печати, описывают нечто, выходящее за рамки минералогии. Прислушайтесь к его выводам. Шар номер 18. При вскрытии обнаружилось, что внутри камня нет однородной породы. Там полая камера, стенки которой покрыты кристаллами неестественно правильной формы. Но самое необъяснимое – само ядро. В центре каждой сферы находится органический оттиск. Но это не ракушка и не скелет рыбы. Это структура, напоминающая сложнейшую микросхему или нервный узел существа, биология которого нам неизвестна. Когда мы направили на открытое ядро ультрафиолет, камень начал издавать низкочастотный импульс. Ритмичный. Ровно один удар в 60 секунд. Словно этот шар был не камнем, а инкубатором, который ждал внешнего сигнала, чтобы завершить цикл своего созревания. Назаров вскоре прекратил исследование, утверждая, что долина Торыш – это не геологическое образование, а гигантское поле для посева, масштаб которого человеческий мозг не в силах осознать. С точки зрения волновой палеонтологии, долина шаров – это литосферный банк данных океана Тетис. Ситуация, при которой древние формы жизни, исчезнувшие с лица Земли, законсервировали свою генетическую память в оболочках из кремния и кальцита. Специалисты называют это эффектом спящей биоархитектуры. Почему именно в районе Торыша электроника в машинах начинает давать сбу, а компасы указывают на разные сферы, словно каждая из них обладает собственным магнитным полюсом? И что за странные звуки слышат пастухи холодными ночами? Звук, напоминающий тихий треск сотен скорлупок, раскрывающихся одновременно. Когда вы окажетесь среди этих каменных яиц, не пытайтесь залезть на них ради фотографии. Проявите уважение. Вы находитесь в колыбели, которая еще не пуста. Долина Торыш – это арсенал времени,
и никто не знает, что выйдет из этих сфер, когда солнце Мангистау прогреет их до критической отметки. Но если каменные шары – это тайна открытого пространства, то следующее место в нашем списке скрыто глубоко под сводами скал. Подземная мечеть Шакпа-Ката. Место, где белый мел пропитан молитвами, возраст которых старше, чем сама история ислама на этой земле. Место, где стены шепчут в ответ на ваше молчание. Оставьте за спиной раскаленное марево степи и шагните в прохладную, меловую утробу полуострова Тупкарагаэн. Прямо в теле белоснежной скалы вырублена подземная мечеть Шакпа-Ката. Для паломников это святыня Экс-века, место упокоения легендарного старца-целителя. Для историков – архитектурная загадка. Мечеть имеет форму креста, ориентированного по сторонам света, что отсылает нас к эпохам задолго до появления ислама в этих краях. Теневая сторона этого места скрыта в самой текстуре стен. Мел – это мягкий, пористый материал, состоящий из миллиардов микроскопических скелетов древних организмов. И в Шакпа-Ката этот белый камень ведет себя не как строительный материал, а как гигантское записывающее устройство. Почувствуйте, как меняется звук при входе под своды. Воздух здесь сухой, стерильный и пахнет старой известью и сжженной травой адроспан. Здесь царит абсолютная акустика, тихий шепот в одном углу зала отчетливо слышен в другом за десятки метров. Но иногда стены возвращают вам звуки, которые вы не произносили. Синхронизируйте свои ощущения со свидетельством архитектора-реставратора по фамилии Белов, который в 1982 году проводил замеры портала мечети. Его рабочий дневник, фрагменты которого сохранились в частных архивах, описывает феномен звуковой памяти камня. Вдумайтесь в его наблюдение. Зал номер 2. Я устанавливал теодолит в центре перекрестия, когда заметил, что стены мечети начали менять оттенок. Белый мел стал серым, словно он впитал в себя грозовое небо. Но в подземелье не было окон, кроме 4 отверстий в куполе. Внезапно я услышал звук, не молитву, а ритмичный скрежет металла о камень. Десятки невидимых рук одновременно вырубали новые ниши в стенах. Я посмотрел на наскальные рисунки, те самые знаменитые изображения ладоней. И мне показалось, что эти каменные руки зашевелились, пытаясь оттолкнуться от поверхности. Температура в зале упала до нуля, а в воздухе повис густой запах озона, какой бывает после удара молнии. Стены словно транслировали момент своего рождения, боль и пот тех, кто создавал этот лабиринт 1000 лет назад. Белов тогда отметил, что мечеть Шакпа-Ката — это ламинарная акустическая ловушка. Место, где пористая структура мела поглощает эмоциональный фон человека и возвращает его в виде низкочастотных вибраций. Специалисты по психоакустике называют это эффектом литосферного эха. Вы могли замечать странные рисунки на стенах: лошади, руки, знаки тамга и цветы. Это не просто украшения. Это коды, оставленные теми, кто знал, в Мангистау стены умеют слушать. Почему именно в Шакпа-Ката люди чаще всего испытывают состояние расширенного сознания, выходя из мечети с четким ощущением того, что их жизнь теперь принадлежит не только им? И чьи тени, одетые в грубые шерстяные плащи, мелькают в переходах мечети в часы, когда солнце стоит в зените. Но если подземелья мечети пугают своей святостью, то следующее место в нашем списке — это символ неприступности и вечного дозора. Одинокая гора посреди пустыни, напоминающая спящего зверя. Гора Шеркала. Место, которое невозможно обойти стороной и которое не прощает тех, кто пытается разгадать секрет его пещер. Всмотритесь в этот силуэт, возвышающийся над пустыней, словно гигантский череп зверя, выбеленный веками. Гора Шеркала. В переводе «город льва» или «крепость льва». Для историков это остатки средневекового города на Великом Шелковом пути, неприступный замок, который можно было взять только долгой осадой. Для местных жителей это спящее божество, которое не терпит посягательств на свой покой. Трагическая ирония здесь в том, что Шеркала — это не просто гора. Это природный резонатор, форма которого идеально воспроизводит акустику древних амфитеатров, но с одной пугающей поправкой — этот амфитеатр настроен на трансляцию ужаса. Ощутите этот жар,
исходящий от желтых склонов. Воздух здесь пахнет раскаленным песком и сухой полынью, но если подойти к подножию, где зияют черные провалы пещер, вы почувствуете ледяное дыхание. Это не просто сквозняк. Это тяжелый, спертый воздух подземелий, который не менялся веками. Существует поверье, если обойти Шеркалу один раз, сбудется желание. Но если попытаться подняться на ее вершину без разрешения, гора заберет твой разум. Проанализируйте фрагмент отчета археологической экспедиции под руководством профессора Жукова, работавшей здесь в 1969 году. Группа пыталась найти легендарный подземный ход, через который защитники крепости снабжались водой во время осады. Вслушайтесь в эти строки, найденные в архивах Института археологии, участок «Северная пещера». Мы обнаружили узкий лаз, уходящий вертикально вверх. Но стоило нам углубиться на 5 метров, как приборы зафиксировали аномалию. Уровень магнитного поля подскочил в 10 раз. Мой ассистент, шедший первым, внезапно замолчал, а затем начал пятиться назад с выражением запредельного ужаса. Он утверждал, что в конце тоннеля увидел не темноту, а зал, залитый ослепительным красным светом, в центре которого сидел человек из камня. Но самым жутким был звук. Не крик, а низкий, вибрирующий рык, от которого в пещере начал осыпаться свод. Словно гора Шеркала — это не скала, а живая оболочка для чего-то огромного и яростного, что до сих пор ждет момента, чтобы выйти наружу. Тот ассистент так и не смог вернуться к нормальной жизни, проведя остаток дней в клинике с диагнозом кататонический ступор. С точки зрения геоморфологии и психоакустики, Шеркала представляет собой феномен пьезоэлектрического резонанса изолированных массивов. Ситуация, при которой давление пластов Земли и постоянные ветры создают внутри горы стоящие инфразвуковые волны. Специалисты называют это эффектом геологического стража. Почему именно у подножия Шеркалы техника, от фотоаппаратов до современных дронов, выходит из строя без видимых причин? И чьи голоса, зовущие на помощь на забытых языках, слышат пастухи, когда над горой сгущаются сумерки? Старики говорят, лев не спит, он просто закрыл глаза. В пещерах Шеркалы скрыты не только сокровища шелкового пути, но и те, кто эти сокровища охраняет уже 1000 лет. Когда вы будете рассматривать эту гору с расстояния, помните, вы смотрите в глаза хищнику. Шеркала не прощает фамильярности. И если вы увидите тень, быстро скользнувшую по вертикальной стене к вершине, не пытайтесь ее разглядеть. Это место имеет свои глаза, и оно уже знает о вашем присутствии. Но если гора Шеркала пугает своей неприступностью, то следующее место в нашем списке — это провал в самую преисподнюю. Впадина Караги. Одна из самых глубоких точек планеты, где небо кажется слишком близким, а Земля — слишком зыбкой, чтобы доверять ей свою жизнь. Чтобы попасть в это место, вам придется совершить самое долгое падение в вашей жизни, оставаясь при этом на твердой земле. Впадина Караги. 132 метра ниже уровня Мирового океана. Огромная, вытянутая на 40 километров чаша, которую местные называют Батыр, Богатырь или Черная пасть. Это одна из самых глубоких точек суши на планете, и здесь само небо кажется тяжелым, словно оно давит на вас всей массой атмосферного столба. Теневая сторона Караги в том, что эта впадина не просто геологический провал. Это гигантский пылесос реальности. Здесь физические законы деформируются под тяжестью барометрического давления и соляных испарений, превращая дно черной пасти в зону, где человеческое восприятие начинает давать сбой. Попробуйте ощутить этот воздух. Он густой, обжигающий и имеет странный сернистый привкус. Когда вы спускаетесь по каменистым террасам вниз, в ваших ушах нарастает звон, так ваше тело реагирует на перепад высот. Здесь царит мертвая тишина, которую иногда прорежает свист ветра, напоминающий звук всасываемого в трубу воздуха. Но самое пугающее случается, когда над впадиной сгущается марево. Синхронизируйте свои мысли с отчетом метеорологической станции Актау, зафиксированным в августе 1984 года. Группа техников отправилась в центр впадины для установки автоматического датчика давления.
пропустите через себя их свидетельство, замер на отметке минус 100 метров. Внезапно горизонт начал плавиться. Мы увидели не мираж города или воды, а гигантский темный диск, который висел над дном Карагии без единого звука. Он не был металлическим, казалось, он состоял из сгущенного дыма. В этот момент мой напарник, спокойный и рассудительный человек, внезапно впал в состояние неконтролируемой ярости. Он начал кричать, что земля под нами — это не дно, а веко огромного глаза, который вот-вот откроется. Его зрачки расширились так, что радужки не было видно. Приборы в этот момент зафиксировали скачок инфразвука частотой в 7 Гц. Это та самая частота страха, которая заставляет сердце останавливаться. Мы бросили оборудование и бежали вверх, чувствуя, как бездна буквально тянет нас за плечи обратно. Тот техник больше не смог работать в полевых условиях, утверждая, что Карагии — это черная линза, через которую за миром наблюдает нечто, живущее в недрах литосферы. С точки зрения волновой геофизики, впадина Карагии представляет собой феномен барометрического линзирования электромагнитного фона. Ситуация, при которой огромная разница давлений и соляная корка дна создают идеальные условия для возникновения стоящих миражей и акустических аномалий. Специалисты называют это синдромом глубокого горизонта. Почему именно в Карагии чаще всего фиксируют появление неопознанных объектов, которые просто растворяются в воздухе при попытке сближения? И почему люди, проводящие здесь более 4 часов, начинают испытывать тяжелые слуховые галлюцинации, слыша шепот на дне собственного сознания? Карагии — это не просто яма в земле. Это орган дыхания планеты, и в этом вдохе слишком мало кислорода для человеческого разума. Когда вы будете стоять на краю обрыва, глядя в эту белую от соли пустоту, не поддавайтесь желанию спуститься в самый центр. Бездна умеет не только смотреть, она умеет звать. И если вы услышите этот зов, помните, в черной пасти некому будет услышать ваш ответный крик. Но если впадина Карагии — это ужас физический, то следующее место в нашем списке — это, где материя становится прозрачной для духа. Подземная мечеть Бикет-Ата. Самое сакральное место Мангистау, где свет появляется из пустоты, но где за очищение души приходится платить цену, которой готов далеко не каждый. Вы покидаете соляные впадины и уходите в самое труднодоступное сердце плато Устюэрте урочища Агланды. Здесь, на дне глубокого каньона, в толще белого известняка высечена главная святыня западного Казахстана — подземная мечеть Бикет-Ата. Для тысяч паломников это место надежды, духовный университет великого суфия XVIII века, который лечил не тело, а души. Теневая сторона этого места заключается в том, что Бикет-Ата — это не просто храм. Это точка максимального сгущения реальности, где за право получить ответ на свой вопрос человек должен пройти через фильтр абсолютной тишины. Место, которое не пугает внешними монстрами, но которое заставляет вас встретиться с тем, что вы годами прятали внутри себя. Почувствуйте этот переход. Путь к мечети — это долгий спуск по извилистой лестнице вдоль обрыва. Воздух здесь меняется с каждым шагом, от раскаленного степного зноя до ледяного, почти осязаемого спокойствия пещер. Пахнет сухой полынью и жженым адраспаном, но внутри келий, вырубленных святым Бикетом, запах иной. Это аромат старого воска, свежего озона, который не должен существовать в закрытом подземелье без электричества. Всмотритесь в записи физика-оптика по фамилии Сарсенов, который в составе комплексной экспедиции 1991 года изучал электромагнитный фон сакральных мест Мангистау. Его отчет, помеченный грифом «Для научного сообщества», описывает явление, которое не вписывается в законы классической физики. Попытайтесь синхронизироваться с его словами. Зал номер 1, молитвенная камера. Приборы зафиксировали полное отсутствие естественного радиационного фона, абсолютный ноль, что в условиях открытого грунта невозможно. Но в 3 часа дня, когда солнце осветило вход, в глубине кельи возник световой шар. Он не был отражением или бликом. Это была автономная структура диаметром около 30 см, излучавшая мягкий пульсирующий свет. Мой напарник, находившийся в метре от шара, внезапно начал шептать имена своих предков до 7-го колена, которых он никогда не знал.
Его зрачки стали белыми, а температура тела упала до 34 градусов. Словно пространство мечети начало скачивать информацию из его генетической памяти, заменяя ее этим холодным светом. Когда шар исчез, напарник не помнил ничего, кроме чувства абсолютной пустоты, которую, по его словам, ему придется заполнять заново. Сарсенов тогда сделал вывод, что мечеть Бикет-Ата представляет собой феномен фотонной сепарации сознания в точках геомагнитного узла. Ситуация, при которой архитектурная форма пещер в сочетании с мощным энергетическим разломом работает как центрифуга для человеческой психики. Специалисты называют это эффектом очищающего вакуума. Почему именно в Бикет-Ата люди чаще всего видят световые столбы, бьющие из земли в небо в безлунные ночи? И почему те, кто приходит сюда с корыстными мыслями, часто не могут найти обратную дорогу наверх, блуждая часами по знакомым тропам? Старики говорят, Бикет не наказывает. Он просто показывает тебе, какой ты на самом деле. В этих белых залах реальность становится зеркалом, и не каждый готов выдержать взгляд того, кто смотрит на него из-за зеркалья. Когда вы окажетесь на дне каньона Агланды, не спешите входить внутрь. Посидите на камне, послушайте ветер. Место уже сканирует вас. И если вы увидите в глубине мечети мягкое свечение там, где нет ламп, знайте, тишина закончилась. Начался диалог, в котором у вас не получится солгать. Но если мечеть Бикет-Ата — это очищение духа, то следующее место в нашем списке — это возвращение к истокам самой плоти. Урочище Башжира. Дно древнего океана, где белые скалы похожи на клыки гигантского хищника, и где среди песков до сих пор можно найти следы существ, которые правили этим миром за миллионы лет до появления первого человека. Попробуйте ощутить на вкус пыль, возраст которой превышает 80 миллионов лет. Урочище Башжира. Жемчужина Мангистау, его визитная карточка и самое фотографируемое место в Казахстане. Белоснежные меловые замки, возвышающиеся над дном огромного каньона, и две гигантские скалоостанцы, похожие на клыки, которые местные называют Азуэртау. Для туриста это декорация к фантастическому фильму о далеких планетах. Теневая сторона Башжиры в том, что эти скалы не просто камни. Это плоть древнего океана Тетис, застывшая в вертикальном положении. Каждый сантиметр этой белизны состоит из триллионов скелетов морских обитателей, которые жили здесь тогда, когда человечества не было даже в проекте. И в этой концентрации древней смерти кроется аномалия, которую геологи называют эффектом изотопного присутствия. Почувствуйте этот ландшафт. Здесь нет тени, кроме той, что отбрасывают великаны-скалы. Воздух на дне Башжиры всегда сухой и горячий, но если вы встанете между клыками в предрассветный час, вы почувствуете нечто иное, ледяную влагу, которая оседает на вашей коже, хотя влажность в пустыне стремится к нулю. Это не роса. Это физическое эхо воды, которая ушла отсюда миллионы лет назад, но чей вес до сих пор давит на дно каньона. Проанализируйте свидетельство биолога-полевика по фамилии Курбанов, который в 1987 году занимался поиском редких видов, пресмыкающихся в районе западного Чинка Башжиры. Его полевой дневник, переданный в архив после его загадочного исчезновения в 90-х, содержит записи, которые наука предпочитает называть тепловым ударом. Попытайтесь вникнуть в суть зафиксированного, участок Северной замки. Я обнаружил в мелу идеально сохранившийся зуб доисторической акулы мегалодона. Но когда я поднял его, я услышал звук. Это не был шум ветра. Это был звук набегающей волны, мощный, тяжелый прибой, который доносился прямо из-под моих ног. Я посмотрел вниз, на сухом белом песке начали проявляться следы. Мокрые оттиски ласт или огромных когтей, которые тянулись от скал к центру долины. Температура воздуха упала с 40 до 10 градусов за секунды. А в небе, прямо над клыками, я увидел тень, массивное тело существа, которое медленно плыло сквозь горячий воздух, оставляя за собой шлейф из соляных кристаллов. Словно океан Тетис никуда не исчезал, он просто стал прозрачным и невидимым для нас, сохранив свою иерархию и своих хищников. Курбанов тогда отметил, что Башжира
это биоосадочный банк памяти. Место, где пористая структура известняка работает как магнитная лента, записавшая состояние среды до катастрофического обмеления. Специалисты называют это акустической реверберацией палеоценозов. Вы могли замечать странную вязкость воздуха в Башире. Вы идете по ровной поверхности, но ваши ноги устают так, словно вы преодолеваете сопротивление воды. Почему именно здесь фотоаппараты чаще всего фиксируют плазмоиды, белые светящиеся диски, которые не видны невооруженным глазом? И почему в сумерках белые скалы Баширы начинают менять свои очертания, становясь похожими на гигантских рыб, медленно открывающих пасти в ожидании прилива? Когда вы решите заночевать в урочище под открытым небом, не ставьте палатку в проходах между скалами. Древние пути миграции водных гигантов до сих пор активны на информационном уровне. Башира не пуста, она переполнена жизнью, которая просто сменила агрегатное состояние, став частью этого ослепительного белого безмолвия. Но если Башира — это память океана, то следующее место в нашем списке — это память человеческого безумия. Заброшенный город-призрак посреди пустыни, которого не было на картах, и где за пустыми окнами пятиэтажек до сих пор продолжается работа, масштаб которой заставлял дрожать даже правительство в Москве. Вы думаете, что в пустыне нет места городам? Что бетонные джунгли возможны только там, где есть реки и дороги? Но в Мангистау есть, которая официально перестала существовать еще 30 лет назад, но чьи контуры до сих пор отчетливо видны на спутниковых снимках. Актау-1. Поселок Миловое Краткое, секретный город-спутник, построенный в эпоху уранового безумия, когда Советский Союз любой ценой пытался обуздать энергию расщепленного атома. Ирония заключается в том, что заброшенным этот город является только в официальных отчетах. Для тех, кто рискнул подойти к его границам в сумерках, Актау-1 остается самым живым местом Сарыарки. Воздух в районе пустых пятиэтажек Мелового имеет странный, почти осязаемый вкус, смесь нагретой ржавчины, сухого мела и йода. Но это не морской йод. Это запах уставшего бетона, который десятилетиями пропитывался радиационным фоном от карьеров и заводов. Когда ветер стихает, в пустых оконных проемах рождается звук, не свист, а низкочастотное гудение, напоминающее работу гигантского трансформатора. Всмотритесь в записи из личного архива инженера по ликвидации объектов, человека по имени Бакыт, который в 1996 году участвовал в консервации подземных коммуникаций поселка. Его воспоминания, записанные в частной беседе, описывают феномен, который власти предпочли списать на психоз от декомпрессии. Попробуйте пропустить через себя его слова. Мы спустились в технический подвал 4-го блока. Электричество здесь отключили еще в 92-м. Но когда я открыл щитовую, я увидел, что лампы индикатора горят. Не тускло, а ослепительно-белым светом. Я приложил руку к стене и почувствовал вибрацию, здание работало. Сверху, с 1-го этажа, донеслись звуки, детский смех и хлопанье дверей. Я поднялся в квартиру номер 12. Она была пуста, выбитые окна, горы мусора. Но в центре комнаты стоял работающий телевизор «Горизонт». На экране не было картинки, только белый шум, который складывался в очертания людей, сидящих за столом. Самое жуткое случилось, когда я обернулся к окну. За стеклом была не пустыня, а процветающий город с работающими фонарями и людьми в белых халатах, идущими на смену. Словно город отказался умирать, зациклив свою энергию в бетонных коробках за счет остаточной радиации почвы. Бакыт ушел из зоны через час, но до конца жизни утверждал, что Актау-1 — это техногенная мнемоническая рекурсия. Место, где запредельная концентрация энергии и секретности создала автономный пузырь реальности. Специалисты по радиологии называют это изотопной фиксацией урбанистического ландшафта. Почему в окнах Мелового по ночам фиксируют странные вспышки, хотя в поселке нет ни одного рабочего кабеля? И чьи тени, одетые по моде 70-х, видят пастухи, проезжающие мимо закрытого сектора? Актау-1 не просто стоит в пустыне, он продолжает свою невидимую смену, добывая уран из самой ткани времени. Когда вы увидите среди белых холмов серые остовы домов,
не пытайтесь зайти внутрь ради атмосферных кадров. Город-призрак не любит свидетелей своего посмертия. И если в пустом подъезде вы услышите звук работающего лифта, не ждите его. Вы можете оказаться на этаже, которого нет в нашей версии реальности. Но если заброшенный город — это ужас рукотворный, то следующее место в нашем списке — это абсолютное торжество пустоты. Солончак Тус-Баэр — белое зеркало Мангистау, где пропадают горизонты, и где Земля превращается в идеальную поверхность, способную поглотить не только ваш взгляд, но и ваше имя. Чтобы попасть сюда, вам нужно оставить позади все привычные ориентиры — вверх, низ, право и лево. Солончак Тус-Баэр — грандиозный каскад соляных ступеней, где белоснежная поверхность дна встречается с такими же ослепительными обрывами плато Устюрт. В сухой сезон это бескрайняя сверкающая корка, по которой можно ехать часами. В сезон дождей Тус-Баэр превращается в идеальное зеркало, в котором небо и земля сливаются в единую, пугающую бесконечность. Трагическая ирония заключается в том, что Тус-Баэр — это не просто природная красота. Это зона абсолютной сенсорной депривации. Место, где человеческий мозг, лишенный линии горизонта, начинает дорисовывать реальность, превращая ослепительную белизну в ловушку, из которой нет выхода. Ощутите этот свет. Он здесь везде, сверху, снизу, со всех сторон. Он не греет, он выжигает сетчатку, превращая мир в плоскую белую бумагу. Воздух на Тус-Баэре пахнет сухой солью и древним мелом, но за этим стерильным ароматом скрывается запах озона, признак того, что соляное зеркало работает как гигантская антенна, собирающая статическое электричество степных бурь. Здесь царит тишина, в которой звук ваших шагов по хрустящей соли кажется громом. Всмотритесь в свидетельство фотографа-пейзажиста по фамилии Арзамасцев, зафиксированное в 2005 году во время его одиночного перехода через центральную часть Солончака. Его записи, опубликованные в частном блоге перед тем, как он навсегда оставил профессию, описывают феномен, который наука называет оптическим коллапсом. Попытайтесь прочувствовать его состояние. Я шел по зеркальной глади Тус-Баэра около 4 часов. Небо и земля были неразличимы, я словно парил в центре белого шара. Внезапно я потерял чувство веса. Мне казалось, что я иду не по соли, а по тонкому стеклу, под которым бесконечная бездна, заполненная звездами. Но самое жуткое случилось, когда я посмотрел на свои следы. Их не было. Соль за моей спиной была идеально ровной, словно я никогда не касался этой поверхности. Я позвал на помощь, но звук моего голоса не ушел вдаль, он вернулся ко мне через секунду со стороны неба, искаженный до неузнаваемости. Словно пространство Тус-Баэра решило, что я — лишний элемент в этой идеальной белизне, и начало медленно стирать информацию о моем присутствии. Я нашел берег только чудом, ориентируясь на запах полыни, который принес случайный порыв ветра. Арзамасцев тогда отметил, что Тус-Баэр — это кристаллическая линза информационной деструкции. Место, где высокая концентрация чистых флуоридов и отраженного света создает условия для возникновения темпоральных провалов. Специалисты называют это эффектом фотограмметрического шока. Почему именно на Тус-Баэре люди чаще всего теряют ориентацию, уходя вглубь Солончака и погибая от жажды в 10 километрах от дороги? И чьи тени, длинные и тонкие, видят туристы на белых скалах в моменты, когда солнце стоит в зените и тени быть не может? Тус-Баэр не просто отражает небо, он поглощает его, вместе со всеми, кто рискнул войти в это белое зазеркалье без должного уважения. Когда вы окажетесь на краю этого соляного каскада, не пытайтесь найти горизонт глазами. Смотрите под ноги. И если вы увидите в соляной корке свое отражение, которое моргнет вам первым, не идите дальше. Тус-Баэр нашел в вас то, что хотел оставить себе, и он не отпустит этот фрагмент вашей души, пока вы не станете частью его белого безмолвия. Но если Тус-Баэр — это ужас открытого света, то следующее место в нашем списке скрыто в глубочайшем разломе Земли. Сор-Тули-Краткое — гигантский провал, уходящий в недра плато на сотни метров, где в вечной тьме течет вода, вкус которой заставляет людей забывать свое прошлое. Всмотритесь в эти рваные края на теле плато Устюрт. Это не просто овраг и не результат эрозии.
Сор-Тулей краткое, гигантский солончаковый провал, уходящий вглубь Земли на сотни метров. Если смотреть на него сверху, кажется, что планета здесь просто просела, не выдержав собственного веса. Местные пастухи называют это место «ухом степи», и это название не имеет ничего общего с поэзией. Теневая правда Сор-Тулея в том, что этот провал работает как идеальный акустический фокус. Благодаря вогнутой форме и слоям плотной соли на дне, он собирает звуки со всей округи в радиусе 50 километров и концентрирует их в одной точке в центре бездны. Но самое жуткое не в том, что он собирает звуки, а в том, как он их перерабатывает. Ощутите это давление. Когда вы стоите на краю Сор-Тулея, тишина вокруг вас становится жирной и тяжелой. Воздух здесь пахнет старым мелом, серой и мокрым железом. Это запах глубинных вод, которые текут в кавернах под плато. Здесь не слышно ветра, даже если наверху бушует буран. Но если вы задержите дыхание, вы почувствуете не ритм собственного сердца, а едва уловимый шепот, который поднимается прямо из вертикальных трещин в грунте. Проследите за судьбой группы спелеологов под руководством Олега Маркова, которые в 1999 году пытались спуститься в одну из новообразованных шахт на дне провала. Их отчет, затерянный в архивах горного ведомства, содержит детали, которые врачи позже назвали эффектом сенсорного резонанса. Попытайтесь синхронизироваться с зафиксированным. Мы находились на отметке минус 70 метров. Внизу была полная тьма, но микрофоны фиксировали активность. Мы услышали голос. Это не был человеческий голос, это была идеальная имитация звуков нашего лагеря, который остался на поверхности. Смех моей дочери, шум закипающего чайника, скрип дверцы машины. Но звуки шли из глубины, где не было ничего, кроме мертвой породы. Самое страшное случилось, когда мой напарник позвал меня по имени. Бездна ответила ему раньше, чем он успел открыть рот. Эхо пришло из будущего, на 2 секунды опережая реальность. Словно Сор-Тулей, это не просто дыра, а живой магнитофон, который уже записал все, что мы скажем, и теперь просто проигрывает нам наши жизни в обратном порядке. Марков тогда приказал немедленно подниматься, утверждая, что внизу Сор-Тулея живет акустический паразит, питающийся человеческим вниманием. С точки зрения геоакустики и волновой механики, Сор-Тулей представляет собой феномен фононной рефракции тектонической депрессии. Ситуация, при которой уникальная геометрия провала создает стоящие волны, способные модулировать информационные слепки в инфразвуковом диапазоне. Специалисты называют это эффектом рецидивного эхосознания. Почему именно в районе Сор-Тулея люди чаще всего жалуются на то, что слышат собственные мысли, произнесенные вслух чужим голосом? И чьи шаги, тяжелые и шаркающие, слышны на дне провала в ночи полнолуния, если спуститься туда невозможно без альпинистского снаряжения? Старики говорят, не зови никого в Сор-Тулей, иначе тот, кто откликнется, решит, что ты звал именно его. Когда вы будете стоять на краю этого разлома, не пытайтесь бросать камни вниз, чтобы проверить глубину. Бездна Сор-Тулея уже услышала ваше приближение по вибрации ваших шагов. И если тишина внизу вдруг сменится звуком вашего собственного дыхания, доносящимся снизу, бегите. Место уже сделало вашу запись, и оно не остановится, пока не проиграет ее до самого конца. Но если провал в земле пугает своей жадностью к звукам, то следующее явление в нашем списке — это угроза летучая и призрачная. Огни Каспия. Таинственные маяки на пустом берегу, которые веками уводили моряков на верную гибель, и чья природа до сих пор заставляет ученых спорить о границах между физикой и чем-то гораздо более древним. Вы смотрите на ночной Каспий. Огромное, темное зеркало, которое дышит вместе с плато Устью-РТ береговая линия Мангистау, это сотни километров обрывистых чинков и предательских отмелей. Здесь, среди камней, которые веками выбелялись солью, стоят настоящие маяки в Актау, на мысе Меловой, на Тюб-Карагане. Они — стражи безопасности, их свет ритмичен и понятен. Теневая сторона Каспийского побережья в том, что у него есть свои неофициальные маяки. Огни, которые появляются там, где нет ни одной постройки, ни одной живой души.
Моряки называют их шейтан-огнями. Они не ритмичны. Они манящие, теплые и пульсирующие в такт человеческому пульсу. Почувствуйте этот ледяной ветер, срывающийся с плато к воде. Воздух здесь пахнет йодом и мокрым известняком. Когда ночь становится черной, как нефть, на горизонте вспыхивает. Она кажется светом костра или фонарем рыбака. Но если вы попытаетесь приблизиться к этому источнику на катере, расстояние не сократится. Свет будет отступать ровно в том же темпе, завлекая вас на острые рифы, которых нет на картах. Проанализируйте рапорт капитана рыболовецкого сейнера Агат по фамилии Ибрагимов, зафиксированный в 1981 году после инцидента у залива Кендерли. Его судно чудом избежало столкновения с берегом в ясную, штилевую ночь. Попробуйте пропустить через себя его слова. В 3 часа 15 минут на носу по правому борту возник свет. Яркий, янтарный, он напоминал сигнал маяка мыса Ракушечный, но находился значительно ближе. Я приказал сменить курс. Но стоило штурвалу повернуться, как огонь подпрыгнул. Он взлетел на высоту 100 метров и замер, а потом начал медленно опускаться прямо на нашу палубу. Приборы на мостике выдали ошибку «магнитная буря», хотя небо было чистым. И тут я услышал голос из громкоговорителя связи. Это был голос моей матери, которая умерла за 10 лет до этого. Она просила меня выключить двигатели и просто смотреть на огонь. Все матросы на палубе стояли как парализованные, их глаза отражали этот янтарный свет, но в зрачках не было жизни. Я ударил по кнопке экстренной сирены, и только этот резкий звук сбил наваждение. Огонь мгновенно погас, а мы оказались в 10 метрах от скал, которых не было на радаре минуту назад. Ибрагимов тогда отметил, что огни Каспия — это не физическое горение, а психотропная фотонная индукция ландшафта. Место использует свет как приманку для мозга, находящегося в состоянии длительной монотонности. Специалисты называют это эффектом ложного ориентира сознания. Почему именно у берегов Мангистау чаще всего находят корабли-призраки, исправные лодки без экипажей, дрейфующие в открытом море? И чьи тени, светящиеся изнутри, видят пограничники на пустых пляжах урочища Саура в безветренные ночи? Каспий не просто море, это резонатор для плато Устюрт. И эти огни — лишь искры трения двух гигантских масс, между которыми человек — лишь случайная песчинка. Когда вы будете стоять на берегу ночного моря, не доверяйте одиноким огням на горизонте. Маяки Мангистау не всегда хотят вас спасти. Некоторые из них хотят лишь того, чтобы вы подошли достаточно близко, чтобы стать частью их вечного, холодного сияния. Но если призрачные огни пугают своей неуловимостью, то последнее место в нашем списке — это, где сходятся все нити этого древнего кошмара. Спящий титан Устюрта. Самое сердце плато — место, где заканчивается время и начинается то, что Мангистау скрывал от нас миллионы лет. Мы подошли к самому краю. Туда, где заканчиваются координаты навигатора и человеческое воображение упирается в стену абсолютного первобытного времени. Чтобы понять Мангистау, недостаточно увидеть его каньоны или спуститься в его мечети. Нужно осознать его целиком. Плато Устюрте — 200 тысяч квадратных километров выжженного камня и мела. Но теневая сторона этого величия в том, что Устюрт — это не плато. Это спящий титан. Гигантское ископаемое существо, чьим панцирем является эта земля, и чье дыхание мы по ошибке принимаем за степной ветер. Горькая ирония в том, что все, о чем мы говорили сегодня, каменные яйца, тарыша, мечеть-резонаторы, впадины глаза и сыроуши — это части единой, колоссальной биологической системы. Системы, которая старше человечества на миллионы лет и которая никогда не давала нам разрешения на присутствие. Ощутите этот вес. Воздух в самом центре Устюрта неподвижен. Здесь царит тишина, которую сейсмологи называют акустическим вакуумом. Вы стоите на поверхности, и под вашими подошвами 5 километров осадочных пород, пропитанных солью древнего океана. Но если вы на мгновение перестанете дышать, вы почувствуете не ритм собственного сердца,
а низкую инфразвуковую пульсацию. 1 удар в час. Медленный, тяжелый толчок, от которого по солончакам бегут микротрещины. Всмотритесь в фрагменты отчета Объединенной геофизической экспедиции Устюрт-90, работавшей здесь за год до распада Союза. В архивах сохранилась запись, сделанная руководителем группы, профессором Самойловым, после установки сверхчувствительных датчиков в глубоких шурфах Чинка. Попытайтесь осознать глубину этой правды. Датчики на глубине 200 метров зафиксировали не сейсмический шум, а мозговую активность. Сложный, модулированный сигнал, напоминающий сон живого существа в состоянии глубокой анабиоза. Мы поняли, что долина шаров — это не конкреции. Это клетки, которые медленно делятся на протяжении эпох. Мы поняли, что впадина Карагии — это пары, через которые этот организм обменивается теплом с космосом. Но самым страшным стало то, что наши работы разбудили этот импульс. В ночь на 12 августа плато начало вздыхать. Уровень грунта поднялся на 3 сантиметра и опустился обратно. Это не была тектоника, это была судорога плоти. Мангистау не хочет быть изученным. Он хочет быть оставленным в покое, пока не наступит время его полного пробуждения, когда океан Титис вернется, чтобы смыть с его кожи все временное и случайное. Тот отчет был изъят, а шурфы взорваны и залиты бетоном. Официально, из-за нерентабельности разработок. С точки зрения планетарной биофизики и теории живой Земли, Мангистау представляет собой феномен литосферного сознания реликтовых пластов. Ситуация, при которой совокупная память Древнего океана законсервировалась в гигантском объеме известняка, создав автономный разум ландшафта. Специалисты называют это эффектом спящего бога Сареарки. Мангистау — это не просто полуостров. Это гигантский архив, где каждый камень — это файл, а каждая мечеть — это точка доступа. Мы строим города и маяки, надеясь приручить этот край. Но Устюрт лишь вежливо терпит нас, как терпят мелких насекомых на спящем льве. Почему именно здесь люди чаще всего ощущают зов бездны, внезапно понимая, что их жизнь — лишь мгновение в сравнении с тишиной этих скал? И что за белые тени встают над плато в моменты солнечных затмений, когда титан Устюрта на секунду открывает свои каменные веки? Когда вы будете уезжать из Актау вглубь степи, помните, вы едете по спине того, кто еще не проснулся. И его 11 тайн — это лишь невнятное бормотание во сне, который длится вечность. Тайны Мангистау — это не призраки и не легенды. Это слои правды, которая слишком велика для человеческого разума. Мы пытаемся измерить ее шагами и литрами, но она измеряется миллионами лет и тоннами соли. Этот край помнит все. Он помнит молитвы суфиев, он помнит ярость древних хищников, и он помнит время, когда над ним шумели волны. Город Актау, каньоны и степи — это лишь декорации. Настоящая жизнь Мангистау течет в его белом меле и соляных провалах. И пока мы не признаем каждый из этих 11 ужасов, мы будем лишь тенями на поверхности этого великого безмолвия. Земля не прощает гордыни. Она просто ждет, когда мы вернемся в нее, чтобы стать частью ее следующего геологического слоя. Если этот ролик заставил вас почувствовать вкус древней соли, поставьте лайк. Это помогает нам открывать двери, за которыми скрывается истинное лицо нашей Земли. Подписывайтесь на канал «Тайны Земли». А в комментариях напишите, верите ли вы, что Мангистау — это живое существо, или для вас это лишь красивые камни в пустыне. Я прочитаю каждый ваш ответ. До следующей тайны. Она ближе, чем вы думаете. Пока.